этом видео мы посмотрим, как можно накладывать интересные эффекты на видео. Например, вот такие эффекты обводки вокруг персонажа. А также вот такой интересный эффект с задержкой на видео, а также эффект размытия заднего фона на видео. И все это мы будем делать в приложении InShot. Итак, посмотрим, как это можно сделать. Открываем приложение InShot, идем во вкладочку «Видео», нажимаем «Новый», выбираем файл с нашего телефона. Вот он подгрузился. Далее в верхней панельке идем во вкладочку «Фильтр» и выбираем вкладку «Эффекты ИИ». То есть это эффект с помощью искусственного интеллекта. Искусственный интеллект определяет силуэт человека на видео и делает вокруг него обводку. Например, первый эффект – одна линия обводки, можно менять ее цвет. Второй эффект – двойная линия обводки. Следующий вот такой интересный эффект линии с размытием, тоже можно менять им цвет. Вот такой эффект радужной обводки. Неоновый эффект, тоже можно менять цвет. И следующие два эффекта, они уже идут в платной версии. Давайте выберем какой-нибудь эффект, согласимся. Вот внизу наш видеофайл, сверху эффект. Этот эффект можно накладывать либо на какой-нибудь участок видео, можно его передвигать, либо можно растянуть его на всю длину видео, либо можно наложить, например, на одну часть видео такой эффект, потом перейти снова во вкладочку «Эффект с ИИ», взять другой эффект, согласимся. Вот везде у нас теперь на видео два файла, можем растянуть его до конца видео. Здесь можно сделать, чтобы они соприкасались. Вот на одной части видео один эффект, на другой части видео другой эффект. Чтобы обводка красиво смотрелась вокруг силуэта, необходимо, чтобы между человеком, который на видео, и задним фоном был контраст. Потому что если контраста нет, то, видите, получается не очень красиво. Давайте попробуем еще рассмотреть другие возможности, которые предлагает нам InShot. Я подгрузила другое видео. Снова идем во вкладочку «Фильтр», «Эффекты с ИИ». Посмотрим, какие здесь есть еще. Например, вот такие эффекты. Раздвоение, расстроение личности. Вот здесь можно менять расстояние, а здесь угол, направление, в какую сторону это будет раздвоение. Дальше. Вот этот эффект мне очень понравился. Задержка. Здесь тоже можно выбирать значение. Более длинная задержка, либо более короткая. Далее вот такой эффект. Здесь можно выбирать количество персон. На сколько раз он будет? В 2 раза, в 4 раза, в 6 раз. И тоже скорость можно порегулировать. Вот такой еще тоже с неоном эффект. Ну, дальше идут платные. Вот такой еще тоже интересный эффект. Такой эффект двойной экспозиции. То есть на силуэте просвечивается другая картинка. Можно сделать на всю высоту силуэта или на какую-то его часть. И дальше идут платные эффекты, снова бесплатные. Вот такой новогодний эффект. Обводка в виде дождика. Такой странный эффект в шаре. Здесь регулируется только снежок, больше или меньше снежка. И вот такой эффект накладывается на фон, а силуэт остается оригинальным. Эффект с блестками вокруг силуэта, тоже их количество регулируется. Далее идут платные. И здесь есть хорошие эффекты размытия фона. Искусственный интеллект определяет силуэт человека, а фон размывает. Правда, не всегда это четко получается, но уже как есть. Можно сильнее размыть задний фон, либо меньше. Здесь можно сделать фон пиксельным, тоже крупнее пикселей или мельче. И вот такое еще тоже размытие, как будто бы в движении. И угол этого эффекта. В какую сторону? И дальше идут снова платные. Снова платные, снова бесплатные. Вот эффект размытия с такими кружочками, с ромбиками. И дальше пошли платные эффекты. Итак, я на видео наложила два разных эффекта. Часть видео с эффектом задержки, второй с размытием. Посмотрим, как сохранить наш файл. Нажимаем на галочку «Соглашаемся».
Теперь, как вы видите, на видео появился водяной знак InShot. Чтобы его убрать, нажимаем на него. И здесь есть кнопочка «Бесплатно снять». Я на нее нажимаю, и пойдет реклама. Рекламу я вырежу. Итак, как видите, надпись InShot исчезла. Эффекты наши остались. И теперь нажимаем вверху вкладочку «Сохранить». Выбираем разрешение максимальное, которое нам позволяет программа. Еще раз «Сохранить». И все, пошло сохранение на наш телефон. И пока мы смотрели рекламу, наш файл сохранился на телефон. Как видите, уже без водяного знака. Зайдем в наши файлы. И видим, что вот наше видео сохранилось без всяких водяных знаков. Ну вот, друзья, мы посмотрели, как можно в InShot сделать интересные эффекты с помощью искусственного интеллекта. На этом я видео буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!